Об эволюции все что-то знают. Большинство сразу вспомнит лицо седобородого старика с грустными глазами, сэра Чарльза Дарвина, и, конечно, динозавров. В общем, обычно кажется, что это что-то, что случилось очень давно со зверушками. К тому же эволюцию почему-то не любят православные, а вот католики с их папой Франциском с ней вроде бы согласились. Попробуем разобраться с ней подробнее. Вики-словарь сообщает, что слово «эволюция» означает процесс постепенного прогрессивного развития чего-либо, а также строевые, тактические или стратегические передвижения армии или флота, маневры. Происходит от латинского «эволюцио» – развертывание, раскрытие, от «эвольвере» – разворачивать, раскатывать, выкатывать. Итак, это нечто плавное, вроде раскатывания ковра или разворачивания свитка, когда мы постепенно охватываем взглядом узор или текст. Кстати, в вики-словаре на иллюстрации мы видим вовсе не динозавров, а внезапно велосипеды. Фанаты военной истории и игры World of Tanks могут вам много рассказать об эволюции танков. Сразу видно, что эволюция касается не только динозавров, но еще и техники, искусства, вещей вполне рукотворных. Ясно, что эволюция биологическая есть частный случай общего закона развития. Биологическая эволюция, как сейчас думают, началась с молекул, которые умели себя копировать. Это цепочки, состоящие из звеньев нуклеотидов 4 разновидностей, последовательность которых придает составленным из них цепочкам разные свойства и способности. Вначале молекулы, копирующие себя быстрее, отбирают у конкурентов строительный материал, так что если дело происходит в луже, то скоро она будет полна копий той цепочки, которая благодаря выгодной последовательности своих звеньев копировалась быстрее. Если теперь эта лужа сольется с соседней, где в отборочном турнире уже победила своя цепочка-чемпион, то они могут и объединиться, составить свои выигрышные свойства в еще более мощную комбинацию. На основе последовательности цепочек начинают синтезироваться цепочки из других звеньев, аминокислот и чуть других нуклеотидов. Это белки, которые могут еще больше ускорять копирование этих цепочек, и ДНК – сверхустойчивые цепочки, хранящие те самые выгодные последовательности вроде архива генетической информации. Так появляются первые настоящие геномы. Они копируются, ошибки копирования, мутации накапливаются. Вместо одной буквы, так часто называют нуклеотиды одного вида, в цепочке может встать другая. Участок цепочки может удвоиться, так что общая длина ее вырастет. Если на основе этого участка синтезировался какой-то белок, такой участок и называется геном, то теперь его будет синтезироваться вдвое больше. Если потом ошибка изменит последовательность одной из копий гена, то останется старая правильная копия, с которой будет продолжать синтезироваться нужный белок. А вот из испорченной копии за счет дальнейшего накопления ошибок может получиться новый полезный ген. Чаще всего ошибки копирования портят выигрышные свойства, и такой организм выбывает из турнира, уступая место более удачливым. Можно сказать, что биологическая эволюция сводится к копированию последовательностей с постепенным накоплением выгодных изменений и отсевом вредных. Череду меняющихся из поколения в поколение цепочек можно представить себе как постепенно растущий текст, в котором есть буквы, нуклеотиды, слова, гены, предложения, группы совместно включающихся генов, главы или тома, хромосомы. Но есть другая область, в которой происходит ровно то же самое, и это человеческий язык. Он тоже начинался с всего нескольких звуков, которые мы сейчас не назвали бы словами. То есть он был настолько же меньше современного языка, насколько первая самокопирующаяся молекула меньше генома какого-нибудь кита. Первый язык точно так же рос, в нем появлялись новые звуки, которые стали выстраиваться в слова, так же, как у живых организмов появились гены. По мере того, как потомки первых людей расселялись по все большим территориям, они теряли контакт друг с другом, а мы помним, что сотовой связи тогда еще не было. В их языках появлялись новые слова, которых не было у их потерянной родни, и так появлялись новые языки. Это вполне аналогично появлению новых биологических видов. Как и с биологическими видами, рассматривая историю человеческих языков, мы видим эволюционные деревья. То, что схемы напоминают деревья, свидетельствует о том, что для эволюции свойственно постепенное увеличение разнообразия. Из одной популяции могут происходить различные виды потомки. Точно так же один язык порождает целую семью языков. Как от одного похожего на ланцетника вида пикайи произошли все позвоночные, так и от одного единственного праиндоевропейского языка произошла большая часть языков, на которых сейчас говорят в Евразии, включая фарси, хинди, греческий, итальянский, ирландский, немецкий, английский и русский языки.
Обобщая наблюдения за разными случаями эволюции, скажем, что это развитие системы, состоящей из элементов, способных к самовоспроизводству таким образом, что производимые новые элементы в основном повторяют свойства тех, которые их породили, но с некоторыми изменениями, так что можно говорить о наследственности и изменчивости. Во всех случаях в следующие поколения элементов передаются те признаки, которые лучше обеспечивают приспособленность их обладателя к его среде с ее правилами игры. У живых организмов наследственность записана в ДНК. В случае с языками в памяти людей – словарях. В случае с танками в проектной документации моделей. Изменчивость биологических признаков возникает в результате сбоев в работе копирующих ДНК белков. Изменчивость и развитие языка от того, что молодежь коверкает слова и выдумывает новые. Эволюция танков от того, что когда против старой модели танка придумали новую мощную противотанковую пушку, то новую модель будут делать не с нуля, а на основе прежней. Кстати, на досуге вы можете попробовать сами найти другие области, в которых происходит эволюция. И да, она не случилась когда-то давно, а происходит прямо сейчас.